Народ, всем привет! 7-я серия Проект X. У нас в последней серии осталось 590 грамм серебра, кстати. Поздоровайся. Народ, всем привет. Уже 7-я серия, а не научился, все стесняется. Итак, у нас осталось 590 грамм серебра. И на удивление, ну не то что на удивление, у него по серебру заказов больше, чем у меня. Выглядит это очень просто. Я делаю серебряные цепи по 170 рублей за грамм, он 150. Мне звонят, спрашивают, сколько там Бисмарк, там 50 грамм. Я ему столько-то. А у Пипы дешевле, и все заказы идут к нему. Но, ребят, это во время проекта, сорян, потом у нас все цены выравниваются, и получается, что мы же одна компания, надеюсь, одна компания. Конечно, одна компания. Вот, итак, в сторону, смотрите. Мы по плану не сделали еще плетение московский бит. Кстати, если кто из вас захочет, человек готов реализовать. Но у нас появилось такое интересное вызов, да, ну, не то что вызов, вы любите это плетение под названием питон. Заказ пришел, да? Да. Расскажи про заказ. Сергей с Краснодара. Серега, привет. Он сам тульчанин, приехал в Краснодар. Заказал себе цепочку, решил заказать жене цепочку с крестиком. Вот сейчас цепочку будем делать. Ну а крестик, как он выберет, так реализуем его желание. Итак, смотрите, плетение питон. Это вот есть бисмарки, есть все. Это плетение, которое не прощает там спаек, ничего. Это сложное плетение. Его редко заказывают, поэтому, собственно говоря, я и не делаю. Не потому, что мне делать нехрена, ну, или я не хочу, а потому, что просто ее редко заказывают. Итак, сегодня мы делаем какие параметры? Длина 55 сантиметров, вес максимум 25 грамм должно быть. Вот, значит, 55 сантиметров, 25 грамм, отличный вес. Ну, маленький для серебра, но тем не менее потренироваться и показать можно. А также этот господин набрал столько заказов, этого всего в основном бисмарки. И сидеть их пилить, делать, показывать еще раз, нет смысла. Ну а в конце просто он отполирует всю эту кучу изделий, и мы вам покажем, так вкратце пробежимся, расскажем. Ну и передадим привет. Привет, Кто заказывал. Я думаю, что им будет очень приятно. Итак, лови серебрище. Плавить уже не будем, мы видели, как это плавится легко. Катаем, тянем, наматываем и все. Ну, естественно, как вы любите, расчеты. Значит, скажи обязательно людям расчеты. Сейчас скажу. Да подожди, процессе решил. Да. Сказать. Ну, ты хотя бы что-нибудь сделай, объясни, покажи, что ты делаешь. Итак, все он делает до момента намотки. Намотал. Дальше я показываю, включаюсь и показываю то, как делать это плетение. Интересно? Поставьте лайк, подпишитесь бегом. Напишите что-нибудь в комментариях, чтобы видео в топы выходило. А мы пошли работать. Погнали! Расчеты: проволока 0,7, ригели 3,5. Only try to please the
чтобы сделать вот такую вот пружинку, мы используем сразу разведенную, не чтобы потом разводить. Мы используем кондукторы. Делается он из такой же проволочки. Заматывается просто. Делаем 2 витка. Вот так вот вставляем. Вот это вот сюда вот зашла. Вот. И зажимаем пальчиками. Слава, а ты, наверное, забыл? Нам клиент давал металл в проект на сделать цепочку. Да. Да? Да. Что мы будем делать с нее? Что он захотел? Так. Он захотел лисий хвост, крест к лисьему хвосту и браслет Бисмарк. Давай тогда сейчас ты будешь собирать питон, а я заготовлю проволоку на лисий хвост, на Бисмарк. Сделаем его побыстрее, чтобы отдать, чтобы до конца проекта. А то что-то как-то проект-то вот заканчивается, да? А с деньжатами что-то как-то не айс. Надо ускоряться. Ребят, если там кто хочет приобрести, заказать там или купить лисий хвост, он, кстати, еще остался, пишите Славе, там будет вот где-то инстаграм его, вот ему пишите, и он как бы вам по хорошей цене, потому что пока тренируется, но все качество хорошее, те, кто покупал, все остались довольны. Ну, естественно, привет, фирменный привет в этот самый в проекте вам будет. А мы погнали собирать цепочку. Оставь сюда, потом, если не хватит, ты докрутишь. Так сборка получается как Бисмарк. Ты берешь, вот так вот сначала соединяешь, просто сначала как обычный Бисмарк. Вот. Сплел просто такой рыхлый получается. Откусываешь также все звенья. Ну, все то же самое, вот как Бисмарк, только вот он я почему-то получился очень-очень рыхлый. Сейчас я покажу поближе, вот, смотрите. Вот звено Бисмарка. Потом берем вот так вот. Хоп. И получилось первое звено питон. И дальше уже начинаем собирать. Резь. Вышло. Откусил. Ну, примерно как Бисмарк. Только вот тебе нужно еще, вот видишь внизу вот эта пережаблена такая, вот ее нужно подцеплять. И так садишься. Самое легкое. Собираешь. А вот паять куда кайфанешь. Вот получается вот такая вот штука. Так, значит, сейчас. Смотри. Смотри. Вот сюда вот промежем. Раз, два. Ну, это так Бисмарк делаешь. Ну, да. И потом за нижнюю прям вот, чтобы еще за нижнюю аж подцепляем. Который посередине получается. Да. Внутри. Да. Оп. И вот, чтобы усики друг за друга касались. Вот они, видишь, вот они. Вот здесь вот получается усики, вот где-то как бы перехлест вот так вот становится. Тем самым они будут держаться. Кто-то потом подправляет, кто как собирает. Ну, меня вот так учили, я так и делаю. Ой, вот. И все, и вот так вот собираешь, у тебя должна получиться такая жирная колбасень. Она еще будет так закручена, такая прям сороконожка такая получится. Вперед!
Посмотри. Да хорошо, что ты... Да вот ты же уже сам знаешь, ты уже понимаешь, вот я сплел вот этот вот кусочек, он похож или не похож? Вот. Ну и что ты меня спрашиваешь? всё равно. Что ты меня отвлекаешь от важных государственных дел? На, делай давай. Хорошо. Тебе нужно наплести вот такой шланг, чтобы лежал. У меня некоторые раскрываются. Ну, значит, длиннее усы оставляй. А можно, если правая ошибка одна, я понемножку буду паять и наращивать. Делай как тебе удобно. Мне удобно так, тебе все так удобно. Ты хоть так в бисмарке, хоть по одному звену собрал звено, паяй, вопрос только в скорости. Смотри, паяешь как в бисмарке, вот тоже вот где иксы, вот X, X, X. И получается противоположной стороне. То есть, ну, по принципу бисмарка, только единственное. Ну, крутить понятно, что можно. Только вот теперь вопрос, чтобы ты не спаял вот эти звенья. Видишь, какое маленькое расстояние? Просто припой серебряный, ну, он очень текучий у нас, и поэтому можешь запаять. Так что вот так вот раз, и прям по диагонали пошел, и погнал. Давай. Просматривал всякие спайки? Да. Что, ни одной спайки? Две поем целые. Целую вечность. Да. Берешь, скусываешь вот так вот, прям под самый корешок. Вот прям максимально вот стараешься прям вот прям вот. Я даже беру вот по диагонали немножко, чтобы вот прям вот вообще вот не было. А потом это место обработаем и будет вообще зашибись. Понял? То есть вот так вот прям берешь и сейчас и скусываешь. Не спеши, просто качественно лучше сделай, чтобы именно каждый усик хорошенечко, чтобы потом просто не возвращаться и не пилить ее отдельно. Понял, под корень. Под корень, да. На, те. Благодарю. Взяли цепочку, берем, здесь зажимаем, да, и вот в натяг, вот так вот натяг, и выкручиваем, вот раскручиваем нашу вот эту вот спираль. Потихоньку, прям в натяг. Видишь, она потихоньку раскручивается. Да, на, только вот держи вот так натяг. Не сильно тяни, чтобы она равномерно вот раскрывалась. Так. Оп, да, давай, теперь доводи, еще. Оп, стоп, еще чуть-чуть. Крути. Чуть-чуть берешь, перекручиваешь. Специально, да. Чтобы когда мы отпустили, как... Чтобы она, когда отпустишь, она должна быть вот ровно, она должна перекручена быть равномерно. Вот, смотри, раз. То есть примерно это должно выглядеть. Как обратный винт мы делали. Да. Ну вот смотри, она сейчас получается раз. Видишь, она уже более-менее ровная. Сейчас мы ее протянем через вот эту вот, где там нашу, можно через вальцы, можно через что протянуть, и она будет такая чпокс, вот так вот ровная, прям вот, видишь, она. Ну да, есть тут над чем повозиться. Ну, в целом, что, зашибись, даже нигде ни разу не лопнуло. Очень приятно. Когда не лопается. Так, теперь протягиваем через... Нет, еще чуть-чуть надо дать обратный винт. Еще чуть-чуть. Да, делаем чуть-чуть обратный винт. Просто видишь, она вот получается вот, она вот прям вот так вот и ровно, видишь, она вот не дает. То есть, когда, смотри, прикол в чем, вот ты сейчас будешь висеть, видишь? Вот смотри, она не будет лежать. Она должна у тебя висеть вот так вот. То есть, для этого нужно перекрутить.
Делать обратный вид. Смотри, пилим, как ты любишь, на весу. Самое главное, нам обработать вот эту часть, вот именно место, где припой. Но при этом обрати внимание именно на усики. Ты вот видишь, я сейчас провожу, и прям усики аж слетают, то есть они вообще как бы спиливаются. И это самое больное место, оно будет цепляться, если ты плохо обработаешь. То есть, короче говоря, берешь, запиливаешь. Именно сначала начинаешь именно с этого места, да, именно с припоя, вот. Видишь, вот оно сейчас должно стать таким образом, чтобы не видно было, где, ну, спайка вместо спайки, все четенько было запилено. С одной снял стороны, с другой снял стороны, а потом чуть-чуть вот эту часть пропиливаешь, и все. Вот эти вот бачки. Нет, прям плоскость, вот так вот, тын. Вот, и у тебя получится такая, она, короче, идея такая, что она должна вот так вот запилиться. То есть полукруг, все. И ты запилил, и все. И самое главное, чтобы оно еще не цеплялось. Поехали. Наш вот питон готов. Получилось неплохо. Все ошибки начинающих Вячеслав учел. Одна из ошибок, это вот сделали ровно, да, все оно висит, офигенно, но она вот так вот не висит, она вот так вот начинает перекручиваться. Это из-за того, что вам необходимо сделать немножечко обратный винт. То есть, вот смотрите, вы когда сделали, выровняли, и перекрутите чуть-чуть. Она будет висеть у вас ровно, а при этом вот этот вот так вот будет на шее висеть. То есть все будет четенько. Вот, осталось нам что? Поставить замок, сделать концевики, поставить замок. Короче, ты все знаешь сам, почернить, да. Почернить. Вот, со вкуса делаем, из брака звеньев делаем питон. Все. И заканчиваем. Полируем. И покажем вам все заказы, которые мы сделали на данный момент в проекте. Эта серия заняла много времени, потому что на самом деле столько заказов, я думаю, что... Ну, я и сам не ожидал, если честно. Вот. Но тут же их самое главное выполнить, потому что получить заказ это тоже полбеды. Не просрать срок, пардон за мой французский, сделать качественно, сделать там... Ну, вовремя купить металл. Ну, в общем, много дел необходимо сделать, поэтому, ребят, что могу вам сказать? На самом деле у меня самого еще такое двоякое ощущение, успеем или не успеем, но все от вас тоже зависит. Как вы будете заказывать, так же вот, так и пойдет проект. В общем, Слав, давай бегом делать, давай, все, заканчиваем серию и я на Карибы.
Ну что, народ, наверное, в последней серии будет Слава стоять, как такая елка, весь в цепях. Смотрите, сколько цепей наделал человек. Вот что значит мотивированный парень с утра до вечера фигачит. Кому нужен этот цепевязальный станок, пожалуйста, очень дорого, очень дорого. На самом деле, без шуток, смотрите, сделали изделие. Вот, например, то, что у нас в проекте цепочка питон. На самом деле офигенного качества, ну то есть вы знаете, я бы не пропустил бы другого качества. Итак, давайте наша рубрика денежки. Денежки. Че, не хочешь ничего сказать там что-то? Стоишь, молчишь, улыбаешься. Все думают, что я тебе просто не даю говорить. Не, это неправда, что ты мне не даешь говорить. Ну, делаю, работаю, стараюсь. Клиентов побольше, только охота. А так, все отлично. Вот для Сергея из Краснодара сделал питон. Не знаю, конечно, он просил на 25 грамм, но вышло 27,90. Ну, сейчас мы все расскажем, и Сергей 100% возьмет, поверь. Я его сейчас очень попрошу, и он тебе потом перезвонит и скажет: а ты чё, беру, конечно, две цены. Шутка. Итак, давайте наша рубрика денежки. Было 590 грамм на начало серии. Нам дал человек, до Нового года еще оставил серебро, мы все его так вот забывали, потому что съемки. И вот с его серебра начали перерабатывать. Именно с его серебра, это 83,65, Слава сделал вот такой вот лисий хвост. Ему еще крестик сделаем из его серебра. И браслет. На этот лисий хвост в дальнейшем мы оденем крест и сделаем ему еще браслет на оставшийся металл. Но это все в дальнейшем. А с нашего металла мы сделали, значит, вот этот вот питон. Весом 27,91 грамм. Человек заказал 25 грамм, как Слава говорил, 27 грамм. Но на самом деле погрешность для ручных цепей это вообще вот, ну, это нормально. То есть плюс-минус там 2-3 грамма, люди очень спокойно и лояльно относятся к этому. Поэтому, соответственно, я думаю, что если вы слушаете и смотрите эту серию, во-первых, вот она, то есть Слава делал все под контролем, все по чертежам, все хорошо. То есть это уже как бы цепь с историей, поэтому я думаю, что 2 грамма вам как бы там не принципиально. Dальше мы сделали вот такой вот бисмарк, еще один. Для кого? Ну это Женек, одноклассник, сосед. Потом. Уже Слава становится звездой, к нему уже, как вы видите, обращаются группники, соседи. Как я и говорю, первый круг. Кому я буду продавать? Да вы просто расскажите в соцсетях о том, что вы просто начали ювелирничать. Ваш первый круг заинтересуется. Просто даже будет работать сарафанное радио. Поэтому для соседа Вячеслава, бисмарк, Женек, носи на здоровье, кайфовая цепь. Все отлично проверено моргуном.
Итак, и лисий хвост еще кому мы сделали? А это с 6 серии осталось. А это вот у нас осталось 6 серии. На сегодняшний день, за вычетом вот этих всех завесок, кроме вот той цепочки, которую нам давали, у нас 539 грамм осталось. Вот. И в кассе у нас сейчас 13 200 рублей. Если сейчас это все забирают, а у нас сейчас это все заберут, то у нас будет 13 200 рублей. А напомню, 1 марта у нас должно быть 50 тысяч. 50 тысяч. Нам не хватает, какая-то сущие копейки. 37 тысяч. 37 тысяч. И, ну, как это сказать, я-то свою-то заберу. А вот Вячеслав немножечко начинает нервничать. Обращение к вам, ребят. Давайте не будет парень нервничать. Если вы давно мечтали сделать цепочку или браслет какой-то из того ассортимента, который мы делаем, который мы умеем, или, например, московский бит, который мы не делаем, мы с удовольствием сделаем, правильно? Конечно, попробуй. Вячеславу в Инстаграм пишите. Цель будет с историей. Он будет в сторис выкладывать. Я лично буду следить. Вот так вот, вилы в горло. Будет весь процесс вашего изделия. Это же круто, когда вы видите, что как воссоздается именно ваше украшение. Итак, ребят, поддержите. На самом деле, без шуток, я очень бы хотел бы, чтобы Вячеслав в плюсе был. То есть там 50 500 рублей и все. И такое шампанское там и так далее, фейерверки. Ну, на самом деле, просто, знаете, это самая офигенная мотивация для человека. И у него не пропадет желание дальше развиваться, интерес и так далее. Просто мы же не хотим, мы же не говорим о том, что там подарить или еще что-то, скинуться там. Нет. Именно просто вы покупаете труд мастера. Какая разница, вы пойдете в магазин и приобретете украшение, безликое украшение, ну еще и качество, потому что... Сделанное роботом. Да, ну или роботом, или какой-нибудь рукожопом роботом, ну это в принципе, наверное, одно и то же. Вот, поэтому, ребят, Вячеславу, давайте поддержим пацана. Секундочка рекламы. Секунда рекламы. Ну, всем спасибо, кто пишет, спрашивает вопросы. Я стараюсь отвечать каждому на его сообщения в директе, в Инстаграме. А так хочу, ну, что, даже не знаю, что хочу. Хочу заказов побольше, вот этого хочу. Чтобы работа была. Очень приятно делать изделия, особенно когда приходит человек, забирает, и видно его довольное лицо, и говорит, вот это да, вот это бомба. Да, это когда ожидание, ну, результат превосходит ожидание, это очень круто. Я лично наблюдал картину, когда человек пришел за своим украшением, и он забирает, неважно, там, вот, он видел, как это делается и так далее. Ну, в общем, круто. Поэтому, ребят, поддержите Вячеслава, давайте поможем все-таки этот проект. А вдруг потом мы что-нибудь, ну, то есть мы что-нибудь еще придумаем. Ну, как бы, опять же, поймите, что не хочется же человеку просто... Это, как бы, с одной стороны шоу, а с другой стороны, это все равно человек работает. И на самом деле он зарабатывает, ну, какую-то ерунду, которую, там, например, кому-то проволоку нужно протянуть или еще что-то. А деньги это будут его после проекта. Поэтому либо тут пан или пропал, а у Славы семья, если что. Поэтому, ребят, поддержите, напишите ему в комментариях, в Инстаграм, там, типа, Слава, там, выше нос, там. Это, кстати, тоже моральная поддержка, тоже никто не отменял. Поэтому, ребят, подпишитесь на канал, следите, напишите ваше мнение в комментариях. Успеет Вячеслав, не успеет? Я думаю, что успеет. Я в него верю. С Божьей помощью, мне кажется, тоже я успею. С Божьей и вашей помощью, я думаю, что успеем. Хотел сказать, что по питону вчера делал, не получалось, честно говорю. До такой степени, аж до трясучки. Вот, ну, не лезли колечки, не смог сначала понять, как вот надо сначала ее чуть вниз подогнуть и начать выворачивать. Конечно, нервы чуть не сдали, но позвонил жена, говорит, успокойся, говорит, выдохни, вдохни, настройся, и все получится. Так сделал, и действительно все получилось. Самое главное, не спешить все, слушать, как говорят, показывают повнимательнее. Может, что-то свое, каждый собирает по-разному. Может, там своя техника какая-то выработается со временем. Ну, со временем, безусловно. Поэтому, ребят, еще раз, колокольчик,
подписка, комментарий, лайкос. Не стыдитесь, не переживайте, кидайте туда вот в комментариях, там больше комментариев, больше. И будьте чуточку добрее. С вами Маргун Ювелир. Пока.